И это вообще был перформанс частей. Почему ребята не справились поначалу? Им казалось, что будут дубли. Не будет никаких дублей. Все онлайн. Ты танк 100 раз обратно не повезешь. Никто тебе... Солдаты уходят. Их надо руками, ребята, прекращайте. Это напротив Дебальцева. Это Попасная и Дебальцево за ее спиной. Это не просто холм, это траншеи. Траншеи, где у нас просто уже не было такой сверхзадачи. В траншеи, в котором были оставлены детские рисунки. Там, где она с лагом, и вот эта штучка, что за торчит вот эта штучка, это же и есть окоп для военных. Есть такие же, это траншейная инфраструктура. Это серая зона, а вон там Дебальцево. И когда мы начали снимать со вспышками, сцены с Луной и сказкой, нас попросили прекращать, потому что снайпера по вспышке, 3-метровая у Карпенко вспышка на 3 метра бьет, чтобы был прям... Они говорят, быстро заканчивать. Но это все, вот Монро у шлагбаума, это конец Украины нынешней. Это начало серой зоны уже, все. Потому там ежи, потому там треугольники бетонные. Это Попасная на границе с Дебальцево. 400 тысяч солдат, да. Благодаря Сергею Проскурне он смог взять серьезное разрешение, но и наши намерения были серьезные. И он понимал, ради чего он берет это разрешение. Это военный полигон. Мы снимали в военных частях, которые идут на войну. Это все реальная война, это реальные военные. Я рассказывал, что это для биеннале, что это целый продукт, проект. Он когда пошел в пляс, ты увидела там проблемы какие-то, нет? Так бы зарядили его. Ничего, очень толерантно, все очень гармонично. Потом еще Кравчук переоделся и в Арлекина, в мой костюм, из проекта «Арлекино и перо», и спел Вертинского, и там прямо девочки плакали. 3 года назад я сделал ему предложение, уже 4 года назад. Он же в Попасной пел уже как 3 года. Он туда ездил, у него там какой-то знак отличия за то, что он делает концерты. На детских этих футбольных полях собираются и солдаты, собираются и жители, и он поет по 5 песен, по 6. Мы проезжали мимо оперного театра, и мне сестра, так как она пианист, говорит, обрати внимание, это дива будущее, у нее большая карьера. Мол, типа, и на оперном театре Максакова, все. И потом мой товарищ, близкий мне, Виктор Гордеев, а он с ней знаком, он говорит, обрати внимание. И вот так мы приняли решение. Он ей набрал, улетая в Италию. Она где-то в Америке уже получала какую-то премию за роль Мэрилин Монро. Что-то такое есть в интернете. У нее что-то есть, какая-то там, что-то было с Мэрилин Монро. И просто, если Кравчук, это уже было откровенное, распухание. Что такое распухание? Это когда ты уже не реконструкцию ты закончил, и тебе уже надоело немножко, и ты отпускаешь на свободу. Ты уже не смотришь, перекликается это с историей как-то там. То есть это уже импровизация. Без импровизации искусство скучно. Это же не битва Бородино, где мы обязаны там все полки, как было по истории, кто там имитацию делать. Мы не делали имитацию, мы делали художественное произведение. Потом мы разрешили попрыгать его с флагом, побегать. Но без нее за смысл. Да, без нее ничего не работает. Мы знаем рецепт 100%. Мы знаем, что уже пушки должны молчать, когда музы говорят, а не наоборот. И вот этот месседж пора проводить уже. Репетируем победу. Мы уберем что-то, мы включим другие месседжи, понимаешь? Как Маркиз де Сад говорит, любовь сильнее смерти.